Всем огромный привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами продолжаем диетическую тему и готовим фаршированные перцы с булгуром. Получается безумная вкуснятина, проверена малоежками, рекомендуем на 100%. Ссылочку на наш мукбанг канал, где мы дегустируем это блюдо, оставляем вам внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами и кушайте тоже вместе с нами. Также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, ссылочка внизу в описании под этим видео. Все эти рецепты мы снимаем для вас с любовью из Турции. Переходите, знакомьтесь с нами поближе. Добро пожаловать, будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить вкуснейшие фаршированные перцы с булгуром. Мы начинаем. Итак, друзья, чтобы приготовить вкуснейшие фаршированные перцы с булгуром, нам потребуются, конечно же, перцы. У меня двух видов, зеленые и красные. Общим весом мои перцы получились в неочищенном виде 1600 грамм. 200 грамм булгура, 1 килограмм фарша. Фарш смотрите по своему усмотрению. Если он у вас достаточно жирный, соответственно, растительное масло можно не ложить. Я положу 3 столовые ложки сегодня. Также нам для фарша потребуются 3 помидорки. Сегодня у меня небольшие помидорки. Общим весом получились 250 грамм. Одна луковица весом также 250 грамм. 2 небольшие морковки весом примерно 200 грамм. Зелень по вкусу и по вашему желанию. 4-5 зубчиков чеснока. Что касается специй, сегодня мы возьмем 1 чайную ложку паприки, 3 чайные ложки черного перца. Соль по вкусу я возьму сегодня 1 чайную ложку и чайная ложка кориандра. Также для мягкости и сочности нашего фарша нам потребуется 200 мл обычной питьевой воды. Для начала нам необходимо нарезать все овощи. Помидоры мы нарезаем кубиками. Сначала пополам, удаляем плодоножку, далее разрезаем на пластинки примерно до 5 мм, разворачиваем и нарезаем кубиками. Таким образом нарезаем полностью все помидоры. Итак, помидоры я нарезала, убираем их в чашку, в которой будем готовить начинку нашу, фарш замешивать. Пока убираем в сторону. Далее на крупной терке натираем морковь. Вот такая морковная стружка у нас с вами получается. Таким образом натираем полностью морковь. Морковку я всю натерла, также отправляю ее к помидорам. Пока в сторону. Далее на очереди у нас лук. Я беру свою любимую терку, подставляю снизу доску, луковицу одеваю на плододержатель и вот такими движениями вперед на 45 градусов. Нарезаю лук кубиками, вот такие кубики получаются. Соответственно, если у вас нет такого станка, разрезаем луковицу сначала пополам, разворачиваем, делим ее на пластинки, не прорезая луковицу до конца, специально оставляем хвостик. Прорезаем, значит, поперек, затем разворачиваем и нарезаем кубиками, как на пельмени. Лук я тоже нарезала и отправляю к остальным овощам. Далее нам осталось только нарезать зелень. Зелень просто нарезаем мелко. Зелень я нарезала, также отправляю к овощам. Теперь нам необходимо хорошо под проточной водой промыть несколько раз булгур. Булгур я хорошо промыла, отправляю его тоже к овощам. Все, друзья, нам осталось добавить к овощам и булгуру фарш. Дальше нам осталось заправить наш фарш специями. 3 столовые ложки растительного масла отправляем в фарш, чайную ложку кориандра, соль по вкусу. У меня чайная ложка, 3 чайные ложки черного перца и чайная ложка паприки. Также в фарш выдавливаем 5 зубчиков чеснока. Также в фарш отправляем 200 мл воды и все хорошо перемешиваем. Все, друзья, фарш у нас готов. Посмотрите, вот такой аппетитный он у нас получился. За счет воды он достаточно такой мягкий. Пока убираем его в сторону, нам необходимо с вами подготовить болгарские перцы. У перцев нам необходимо удалить плодоножку и семена. Я это делаю следующим образом. Вот так надавливаю, плодоножка проваливается внутрь, а потом аккуратно вот такими движениями вытаскиваю и встряхиваю. Все, внутри перчик, как видите, абсолютно чистый. Точно так же поступаю со всеми оставшимися перцами. Если есть возможность держать за хвостик, то я держу за хвостик и потом вот такими движениями вытряхиваем семена. Таким образом сейчас почищу все перцы, затем будем с вами их заполнять начинкой. Болгарские я все подготовила, друзья. Дальше нам необходимо их заполнить фаршем. Да, хотела сразу предупредить, смотрите, если когда вы чистили болгарский, он у вас немножко порвался, ничего страшного, мы просто его аккуратно уложим, это не пельмени, переживать не к чему. Значит, смотрите, берем небольшое количество фарша и отправляем
в болгарский перец, пропихивая пальцами вот так до конца. Чтобы все пустоты внутри были заполнены, сразу пальцами хорошенько утрамбовываем. Когда болгарский у нас полностью заполнен, мы его убираем в чашку. Смотрите, если болгарский вот такой узкий и длинный, то формируем вот такую продолговатую котлетку и опять пропихиваем. Никто не мешает нам воспользоваться какой-нибудь лопаткой, если болгарский вот такой длинный и узкий, как у меня. Таким образом заполняем полностью все болгарские перцы. Чуть позже покажу, как мы с вами будем готовить зажарку для нашего блюда. Вот такой аппетитный красавчик у нас с вами получается, друзья. Таким образом, я сейчас пока буду развлекаться с болгарскими перцами. Чуть позже покажу, что делать дальше. Итак, друзья, перцы я все нафаршировала. Пока убираем в сторону, нам сейчас необходимо подготовить ингредиенты для зажарки. Итак, друзья, для зажарки нам потребуется 1 морковка, 1 болгарский перец. У меня он весом получился 100 грамм. Морковка 150 грамм, 250 грамм луковица и 250 грамм помидорина. Что касается овощей для зажарки, по весу вообще никак не регламентируется, сколько положите, столько и будет. Также для зажарки нам потребуется 50 мл растительного масла, соль по вкусу я положу 1 чайную ложку, 2-3 лавровых листика и вода. Для начала нам необходимо нарезать все овощи. Лук нарезаем полукольцами, я режу на своей любимой терке. Если у вас терки нет, соответственно, луковицу разрезаете пополам и режете потом поперек, полукольца получаются. Одеваю на плододержатель и вот таким легким движением руки нарезаю лук. Лук я нарезала, пока его убираем в сторону. Помидор нарезаем кубиками, сначала пополам, удаляем плодоножку, затем на пластинки, далее разворачиваем и кубиками. Помидор я нарезала, пока тоже в тарелку уберу. Дальше на очереди у нас морковь. Морковь мы будем натирать с вами на крупной терке. Морковь натираем на крупной терке. Морковку я натерла, тоже убираем ее пока в сторону. И у нас с вами остался только болгарский перец. Болгарский перец разрезаю пополам, еще раз пополам. Он у меня достаточно маленький, получается ширина каждой полоски у меня примерно 1,5 сантиметра. Затем разворачиваю и нарезаю тонкой соломкой. Получается длина соломки 1,5 сантиметра, а ширина соломки пару миллиметров. Вот такой соломкой нарезаем болгарский перец. Все, друзья, все ингредиенты для зажарки у нас готовы. Пойдемте к плите, будем начинать уже готовить фаршированные перцы. Кастрюлю либо казан устанавливаем на плиту, зажигаем максимальный огонь и отправляем в нее 50 мл растительного масла. Ждем, когда масло хорошо прогреется. Итак, масло очень хорошо прогрелось, отправляем в кастрюлю лук. Перемешивая, обжариваем лук до золотистого цвета. Лук я обжарила до золотистого цвета, в кастрюлю отправляем помидоры. Не забываем перемешивать, обжариваем помидоры в течение 3 минут. Все это делаем на максимальном огне, поэтому, чтобы не пригорело, постоянно перемешиваем. Итак, прошло 3 минуты, в кастрюлю отправляем морковь и болгарский перец. Хорошенько перемешиваем. Обжариваем морковь и болгарский перец в течение 2 минут. Прошло 2 минуты, еще раз хорошенько перемешиваем. На этом этапе огонь уменьшаем до самого минимума. На этом этапе зажарку мы посолим. Я положу буквально 1 чайную ложку, этого будет достаточно. Вы ориентируйтесь по своему вкусу. Хорошенько еще раз перемешиваю. Далее разравниваю равномерным слоем и начинаю вот так аккуратно укладывать фаршированные перцы. На дно я укладываю большие зеленые перцы. Сверху зеленых перцев укладываем красные перцы. Они у меня более такие худенькие, поэтому их сверху. Далее все это дело заливаем водой. Итак, друзья, воды я наливаю ровно 1 литр. Сильно много воды не наливаю. Полностью болгарский перец погружать в воду не обязательно. Делаем теперь максимальный огонь опять. Ждем, когда все это дело хорошенько закипит. Как только закипит, мы закроем крышкой и будем варить в течение 40 минут. При помощи пара верхние фаршированные перцы у нас тоже поспеют полностью. Вот. И таким образом у нас не будет эффекта, что это суп. Все-таки это второе блюдо. Подавать мы его будем как второе блюдо с соусом. Поэтому воды много не наливаю. Теперь ждем, когда вода хорошенько закипит. Пока ждем активного закипания, можно закрыть кастрюлю крышкой. Итак, друзья, посмотрите, у нас активно закипело наше блюдо. С этого момента на минимальный огонь ставим и засекаем с этого момента 40 минут. В течение 40 минут все перцы, в том числе и те, которые находятся на поверхности, не погружены в воду, хорошенько поспеют. Чуть позже покажу, что у меня получилось. Итак, друзья, прошло у нас ровно 40 минут. Вот так активно все это время у меня кипят
фаршированные перцы. Отключаем газ, можно сервировать и подавать к столу. При желании можно украсить зеленью. Итак, друзья, вы только посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Очень аппетитно это выглядит. Посмотрите. Нам с Алексеем уже не терпится попробовать все это на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.